Нет микрофона и динамика, но Bluetooth 5-й версии. Отлично показывают уведомления на русском языке вместе со значком программы и через 3 стены от источника ловят. Управлять музыкой и видео можно прямо с часов. И стоят они прям безумно дешево. Пульсомер и шагомер для данной ценовой категории очень точные, на борту. А главное, в них великолепный, отличный GPS. Tube 555, всем привет, вы на канале Польза.нет. Здесь ценят ваше время, у меня только быстрые обзоры без мата и ужимок. Подписываемся с лайком. И участвуем в ежемесячном розыгрыше 5 фитнес-браслетов Mi Band 5. Все условия всегда в описании к видео. А сегодня я расскажу вам об умных фитнес-часах Amazfit Verge Lite. И купил сейчас я их от того, что часики наконец-то допилили. Русский язык из коробки. Плюс я решил рассказать о всех приличных умных часах на рынке за адекватные деньги. И обзор на обычные Verge у меня был около года назад. И даже на их следующую модель Nexa, которая не продавалась в глобале. А учитывая, что их облегченная версия Lite продается на сейлах дешевле, чем Amazfit Bip, и еще и с AMOLED-экраном за просто смешные деньги, я не смог пройти мимо. А главное, Amazfit наконец завезли в эту модель русский язык и допилили ПО. И спойлер, своих денег по мне они однозначно стоят. А теперь, как всегда, обзор, тезисно о недостатках скажу я в конце. Упаковка топовая, люблю Amazfit-овские девайсы. Комплект, документация, кабель зарядки и часики. Материал пластик, очень качественный, приятный. Вес 45 граммов. Размеры 44 мм в диаметре, толщина 13 мм. Тактильные ощущения приятные. Запаха химикатов нет. Застежка пластик, но по отзывам даже через полгода ничего с ней не происходит. Она здесь очень надежная. Включаем. Зарядник, как вы видите, хоть и интересный, но удобством даже не пахнет. За 1 час 15 минут часы заряжаются с 0 до 100%. Есть особый режим, где отключено все, кроме времени. В этом ультра-режиме могут часики прожить 20 суток. В обычном использовании с перманентным отслеживанием пульса с уведомлением и отслеживанием трека до 7 суток. На 36 часов непрерывного отслеживания трека с пульсом хватает. Для подключения к телефону скачиваем программу Mi Fit. Внимание, не Amazfit, как с обычными часами Amazfit, а именно Mi Fit. Регистрируемся в ней, включаем Bluetooth на телефоне. Часики, кстати, работают как в iOS-системах, так и на Android. Подключились, и здесь пошел процесс обновлений. Через минут 20 часы готовы к использованию. И здесь начинается магия маркетинга. Ползем сразу в меню часиков и в отслеживании активности не видим плавания. В описании защита от влаги и пыли IP68. По отзывам у некоторых пользователей эти часики умирали от влаги. Так что плавать в них можно, но я не советую. От душа вроде бы ни у кого по отзывам не умирали. Mi Fit'у нужно дать все разрешения, иначе оповещения вам приходить просто не будут. На сообщения отвечать нельзя, но значки приложений выводятся, и вы знаете, откуда и что пришло. Эмоджи часы не отображают. Вибра не особо сильная, но чтобы вас разбудить, хватит. По основным функциям с активацией в программе все довольно просто, и вы их видите сами. Часы могут разблокировать ваш смартфон, если он рядом, показывать входящий вызов, с часов можно его отклонить и больше ничего. Можно устанавливать напоминания, ставить будильники, встроенного умного нет, плюс можно выставлять будильник прямо с часов. Можно настраивать, откуда получать уведомления и напоминать о разминке. Также показывать входящие смс, при этом часы по вашему желанию вибрируют. Можно эту функцию отключить, и они будут просто показывать без вибрации. И часы могут уведомлять вас о цели по шагам за день. Из основных плюшек еще есть активация перманентного подсчета пульса. Пульсомер здесь хорош, но у воздуха пульс он считает. И от Стратоса в-третьих, пульсомер отличается только тем, что слегка подтормаживает в результатах при выводе вашего пульса, если вы бежите с переменным темпом. Единственное, пульс, еще раз повторяю, воздуха часы считают, но это не особо критично. В отслеживании спорта есть GPS. По мне, трек часики пишут точно. А вот автопауза работает печально плохо до сих пор. В принципе, как у всех бюджетных часов. Но GPS спутники находят очень быстро, даже в облачную погоду. Неудобно, что при отслеживании активности экран активен не постоянно, но на активацию по повороту запястья часы реагируют адекватно. Выставить активность экрана можно до 15 секунд. Экран у часиков AMOLED размером 1,3 дюйма. Разрешение экрана 360 на 360 пикселей. Панель защищена стеклом Gorilla Glass с олеофобным покрытием. Олеофобки в среднем хватает на 2-3 месяца, потом она стирается. Угол обзора у экрана большой, автояркость работает отлично. Запас яркости для
данной ценовой категории просто космос. Цвета сочные, даже на ярком солнце видно под любым углом все четко. Циферблат спрятан в корпус, чуть-чуть утоплен для того, чтобы вы его не царапали. Bluetooth 5 версии, собственной памяти в часах нет, погоду показывают на 5 дней с заходом солнца, влажностью, ветром и другими плюшками. В машине эти часы шаги на наших дорогах считают, так же как и в автобусах, хотя при ходьбе считают шаг в шаг. В приложении MS Face watchface'ов просто море, устанавливаются просто, сон считают часы отлично. По отзывам даже дневной считают, я днем лично заснуть не могу, так что не скажу вам. Датчик освещенности здесь отрабатывает неплохо. Перелистывать информацию поворотом запястья, к сожалению, нельзя, что актуально при беге, только кнопкой. Но информацию, конечно же, можно настроить под себя, что у вас будет на первом экране. В часах нет Wi-Fi, барометра, микрофона, динамика, сим-карты, функции Always On Display, нет активности плавания и лыж. Нельзя подключать внешние датчики, в том числе нагрудный датчик пульса. Нельзя запиливать в них музыку, как в Verge первой серии, и подключать потом наушники для ее воспроизведения, конечно же, тоже нельзя. Цена просто. Я с купонами купил, как вы видите, за 4300 рублей. При этом это без учета кэшбэков, что составило $59 с бесплатной доставкой. Я думал, мне их даже не вышлют, но не то, что выслали, а выслали, и я их получил, и они рабочие, и я на них для вас сделал обзор. Народ умудряется купить до $50 по отзывам в нашем телеграм-канале. Брал по ссылке в описании к видео, так что там мониторьте цену. Резюмирую, советую. Первая версия Amazfit Verge были любимыми часами моей супруги, до того, как я купил ей 5-й Apple Watch. Конкретно эти часики теперь пойдут моему сыну для краш-тестов. Подписывайтесь с колокольчиком, спасибо за просмотр. Следующий обзор будет на беспроводные наушники от KZ. Вы про них спрашивали, скоро расскажу. Девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.